Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я бы хотела с вами поговорить на такую тему. По следам той недели, когда я записала видео о том, что мужчины живут в кайф без женщин, но мнения разделились. Конечно, это нормально. Кто-то написал о том, что действительно так оно и есть. И наслаждаюсь жизнью, выбирают делать то, что мне самому хочется. Ну а кто-то из мужчин обратился к другим мужчинам в комментариях и написал, что, ну, ребят, давайте на чистоту, никакой это не кайф, а жизнь без женщин тоже не такая там прекрасная на самом деле, и не такая это малина, все-таки женщины украшают эту жизнь. И поэтому я подумала о том, что на самом деле сейчас, конечно, существует такая глобальная проблема, что утратилась вот эта способность, утрачивается, давайте так, окончание все-таки пока я сделаю положительным, утрачивается способность вот этих вот в своей жизни иметь гармоничных и хороших отношений. И поэтому, конечно, человек себе желает всегда хорошего, лучшего, он не выбирает себе, не желает чего-то плохого. Поэтому, конечно же, если что-то не получается, человек либо с этим как-то борется, решает этот вопрос. Если не получается, значит, оставляет эту тему. Вот это напоминает, как сейчас происходит ситуация с отношениями. Все больше и больше таких вот, да, как бы бракованных, скажем так, отношений, никуда не годных, поэтому эту тему кто-то в своей жизни оставляет. Но, значит, пугающая статистика в том, что уже как бы немалое количество людей оставляет. И, конечно же, со временем сознание людей изменилось, и вообще люди сейчас изменились, подход сам в выстраивании взаимоотношений с противоположным полом, он кардинально меняется. А я хочу сегодня небольшой экскурс провести в царское время. В семью Николая II, ведь тогда, в то время, было всего лишь 2-5% разводов. Все, больше не было. И почему эту семью ставят в пример, я сравню сегодня в этом видео, что сейчас происходит с современными людьми и отношениями, и как это было раньше. Они были не только счастливыми супругами, но они были счастливыми родителями. А я напомню, что у них было 5 детей, и дети тоже воспитывались очень-очень правильно. Поэтому я надеюсь, что это видео вас тоже заинтересует, и быстренько я не буду вдаваться ни в какую историю, быстро пробежимся, чем же отличалось то время от настоящего. Конечно, надо сказать, что в царское время воспитание было очень консервативное. И, конечно, тогда был патриархат, я думаю, с этим никто не будет спорить, когда муж во главе угла и когда женщина является его помощницей. Конечно, Николай II, о котором я сегодня буду рассказывать, он советовался со своей женой, но последнее слово было за ним. Это один момент. Кстати говоря, Николай II долгое время не мог получить разрешение от родителей, но все-таки потом ему это удалось. Но что мне очень понравилось, то, что он был непреклонен. Он выбрал свою жену и гнул, что называется, свою линию мужскую. Мне очень нравится история, когда мужчине понравилась одна женщина, и все. И больше он выбрал, и я, наверное, просто, мне это близко, я, наверное, просто тоже такая. Вот когда ты выбрал одного человека, и тогда все сердце твое уже расположено только к нему. Царица Александра полностью отвечала ответным чувством на также нежные чувства Николая.
Она его поддерживала во всех его начинаниях и увлечениях, немножко терпя какие-то неудобства. Смысл брака Николая и Александра видели в том, чтобы радовать друг друга и делать друг друга счастливым. Люди говорят, что у нас сейчас тяжелое время, но в царское время тоже было непросто. Непростое, тем более семья Николая II, он как император отвечал за многое, в том числе за своих граждан. Время тогда немножечко по-другому все было устроено. И тем не менее он не оставлял свою жену, он очень много уделял времени и жене, и семье, то есть не пренебрегал этим. А вообще сейчас можно увидеть по современным людям, что многие концентрируются на своих проблемах. Что было в царской семье важное? То, что было такое понятие целомудрия. Оно, к сожалению, сейчас слово это покидает всех нас, современность нашу. Но целомудрие — это в первую очередь про чистоту мыслей, намерений. И вот это вот незагрязнение страстями, как сейчас может касаться современных людей, да. Я уже говорила как-то в своих видео, это порнография, это увлечение компьютерными играми, которые тебя абсолютно как бы погружают в виртуальный мир, и всякие там спиртные напитки и все остальное, да, то, что уводит человека от вот этой как раз внутренней чистоты. В царской семье красной нитью проходит тема любви и милосердия. Любовь стоит во главе угла. Причем самое интересное, какое отличие от современных людей и от царской семьи. В том, что во главе угла стоит любовь, но не стоят интересы каждого человека по отдельности. Сейчас мы видим такую картину, что это то, что каждый тянет одеяло на себя. Особенно это касается женщин, потому что мужчины, несмотря на свою внешнюю такую, может быть, стойкость и какую-то, может быть, мужественность такую, крепость, да, снаружи, это может быть более мягкий подход у мужчин, чем у женщин, касаемо чего-то договориться в отношениях. Знаете, как Сократ говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю». Вот, возможно, лучше придерживаться этого варианта, чем когда люди уверены в том, что они правы. Так как это императорская семья, конечно, их жизнь не заканчивалась только на своей семье. Несмотря на звание, Николай II был довольно прост в быту, а Александра, она была очень мудрой женой и мамой. То, что мне еще очень понравилось Николая, несмотря на свою занятость, вот сейчас вот тоже вот люди современные у нас жалуются, родители: я занят, вот они приходят с работы, я понимаю, конечно, когда человек работает, устает, ему хочется только отдохнуть вечером, потому что с утра уже надо бежать. Но Николай II еще и государством занимался, но несмотря на это он уделял время детям и выбирал сам тщательно книжки, которые можно читать, русскую классику. Но здесь у нас как сейчас происходит? У современных родители подзабивают на детей, как бы: иди в компьютер, там можешь поиграть, на те гаджет, да, телефон, сиди. И ребенок хорошо, он занят этим телефоном, и все. А обратной связи-то ребенок не получает, он как бы тоже виртуально в этом телефоне находится, и все. В этом нет ни теплоты, в этом нету заботы. Это другое. Да, ну а царица Александра, когда началась Первая мировая война, она пошла работать сестрой милосердия в госпиталь, где были офицеры. И настолько от нее исходила теплота, было открытое сердце, что у нее, что у Николая II. И даже смертельно раненые офицеры просили просто посидеть рядом с ней. Она, конечно же, не отказывала. Вот
вот эта женщина своим теплом внутренним обогреть кого-то. Очень важное качество — женская доброта. Царская семья, безусловно, была аристократами, это несколько отличает их от обычных людей, но, тем не менее, независимо от статуса, звания, вот как раз на таких примерах, на примерах этой царской семьи или это какой-то другой семьи, обычной семьи, где люди счастливы, где они очень уважительно друг к другу относятся, где они не пренебрегают друг другом. И я недавно смотрела современное видео, где мужчина и женщина там настолько неуважительно про друг друга говорят и ругаются. И вот когда теряется вот этот контакт нежности друг к другу, есть психологи выделяют 3 этапа таких сложных. Это первый год совместной жизни людей, это рождение ребенка, ну и это уже когда люди долгое время живут, привыкают, и все, здесь, конечно, потеря любви может происходить. В царской семье ее не было. В царской семье они прожили, вот как будто не хватало все время друг друга. Это потрясающе, и я бы лично хотела к этому стремиться. Вот есть такой идеал этой семьи, и есть чистый белый лист, кто пока еще без отношений, и на этом чистом и белом листе можно написать свою историю жизни, какую хотите вы. А какая она будет, зависит от нас. Поэтому вот такие примеры, они и вдохновляют, воодушевляют на то, что у каждого человека может получиться, если будет основа, если будет правильное понимание этого всего. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже на следующей неделе или там чуть дальше. Всем пока!